Привет, охотники! С вами снова Global Mentor, и это очередное видео по игре Hunt Showdown. В этом видео мы с вами разберем тему хитбоксов. И в отличие от предыдущих видео, я не буду вам оглашать список тем, которые мы будем разбирать. Вместо этого я задам вам ряд вопросов. И если вы знаете ответы на все эти вопросы, можете смело выключать это видео, оно будет для вас бесполезным. Итак, давайте приступим к списку вопросов. Все ли хитбоксы в игре одинаковые? Знаете ли вы, из каких частей состоит хитбокс и множите ли по каждой части тела? Знаете ли вы, как регистрируется урон, если пуля задела несколько частей тела? Знали ли вы, что цифры урона у дробовика не отображают фактический урон и вычисляются не только на основе урона? Тогда вот вам хитрый вопрос. Знали ли вы, что у всех длинных дробовиков изначально урон одинаковый? А может вы гуру дробовиков и знали, что у обрезанных дробовиков урона больше, чем у длинных дробовиков? Ну и последняя пара вопросов. Как вы думаете, можно ли убить охотника в голову прострелом через ногу? И спасает ли пригибание головы от попадания в голову? В целом это весь список вопросов, который я для вас подготовил, и если вы знаете все ответы на эти вопросы, тогда можете смело выключать это видео. А те, кто остались, давайте приступим к разбору материала. Погнали! Итак, что такое хитбокс? Хитбокс — это невидимая зона или область вокруг игрового персонажа или объекта, используемая для определения попадания в видеоиграх. Когда выстрел, удар или другой атакующий элемент пересекает границы хитбокса, это считается попаданием. В этом видео мы с вами будем разбирать только хитбокс игрового персонажа. Для того, чтобы реализовывать разные хитбоксы разным скинам или персонажам, требуется время и средства. Да и зачастую это просто избыточно, поэтому в большинстве игр хитбоксы всех персонажей являются одинаковыми, и Hunt Showdown не является исключением. В сообществе Hunt Showdown присутствует миф, что некоторых персонажей хитбоксы отличаются от других. Но спешу вас заверить, что в нашей игре у всех персонажей хитбоксы одинаковые. Для наглядности мы провели прямое сравнение некоторых скинов, которые значительно отличаются друг от друга в объемности. И все наши тесты показали одинаковый результат. К примеру, если у скина есть некоторые декоративные объекты, такие как плащи, шляпы, капюшоны, платья, пальто, шкуры, да все что угодно. Все эти объекты не являются физическими, и попадание по ним не регистрируется. Вот один из самых наглядных примеров — это скин Мамы Мэй, у которой на спине присутствуют некоторые цветы, большое платье, балахон на голове, и все эти объекты не являются физическими, урон по ним не регистрируется. Но есть и обратная сторона. Есть некоторые скины, у которых моделька меньше, чем хитбокс. К примеру, Луз Мала. Она в талии намного уже, чем другие персонажи, но хитбокс у нее все равно такой же. И если стрелять где-то в районе талии, но не попадать в модельку, урон у нее все равно будет регистрироваться. С этим вопросом мы закончили. А теперь давайте разберемся, из каких частей состоит хитбокс в игре Hunt Showdown. Здесь все достаточно просто. Хитбокс в игре Hunt Showdown состоит из 7 частей. Это голова, грудь, пах, левая рука, правая рука, левая нога, правая нога. Несмотря на то, что у нас в игре есть разделение на левую руку и правую руку, фактически это одна часть хитбокса – руки. Ровно такая же картина с ногами. Я думаю, что этот вопрос нужно было проговорить, чтобы в будущем мы просто не возвращались к этому вопросу. Окей, давайте дальше. Все, с частями хитбокса мы с вами разобрались. Теперь пришло время разобраться с множителями. Как мы вычисляли множители попаданий по разным частям хитбокса? Здесь все просто. Мы прекрасно знаем, что попадание в грудь имеет множитель единицу, то есть 100% урона. Мы берем любую винтовку, стреляем в грудь, а после этого стреляем в остальные части тела. И на основе имеющихся значений вычисляем множители. Немного забегая вперед, я скажу, что в этой игре все винтовки, пистолеты и револьверы имеют одинаковые множители. Сейчас перед вашими глазами переведена таблица, в которой я отобразил часть наших тестов. И мы видим, что у револьверов, пистолетов и винтовок множитель в грудь составляет единицу, в пах 77%, в руку 61%, а в ногу 53%. К примеру, урон, который мы наносим по ногам, составляет примерно половину от того урона, который мы наносим в грудь, то есть базового урона. Также, думаю, стоит сказать, что тип патрона не влияет на множитель. Мы проверили все типы патронов у винтовок, пистолетов и револьверов, и значения у них у всех одинаковые. В этой игре есть оружие, у которых тип патронов влияет на множители, но об этом мы поговорим чуть позже. Также, если вы хотите проверить эти цифры самостоятельно, я могу вам дать очень простой способ, как это можно проверить, даже не прибегая к калькулятору. Все, что вам для этого нужно, найти дистанцию, на которой в грудь вы будете наносить 100 единиц урона, а дальше просто смотреть на урон по остальным частям хитбокса. Давайте для того, чтобы сэкономить мое и ваше время, мы еще быстренько посмотрим на циферки от лука, арбалета и маленького арбалета. Сразу скажу, что у этих оружий мы тестировали только базовые боеприпасы. Специальные мы не тестировали.
не видел в этом особой нужды. Но если вам будет интересно, в будущем мы можем это проверить. Итак, мы видим, что у лука, арбалета и маленького арбалета множитель в пах такой же, как у винтовок, пистолетов и револьверов. Множитель по рукам немного отличается. У лука это 53%, у арбалета и маленького арбалета 57%. Что касательно множителя по ногам, у арбалета и маленького арбалета множитель такой же, как у винтовок, но вот у лука урон по ногам составляет ровно половину от базового урона. А сейчас давайте посмотрим на уникальных представителей своего вида. И начнем мы, пожалуй, с Нитры. Почему Нитра является уникальным представителем? Здесь все очень интересно. У Нитры, в отличие от других оружий, множитель в пах составляет единицу. То есть урон в пах такой же, как и в грудь. Но зато урон по конечностям очень сильно урезан. Урон по рукам составляет 40%, а по ногам 38%. Поэтому при использовании Нитры нужно понимать, что урон по рукам и ногам с Нитры очень сильно урезан. Хорошо, с Нитрой мы закончили, и сейчас мы перейдем к целой группе уникальных представителей. Это дробовики. У нас было посвящено целых 2 стрима, на которых мы пытались выяснить, как работают дробовики и посчитать их множители. Нам не хватило 2 стримов, чтобы понять, как работают дробовики. Но в конечном итоге мы, как всегда, все выяснили. Итак, для того, чтобы вычислить множители дробовиков, нужно понять, как работает урон у этих дробовиков. Если смотреть на цифры, отображающие урон дробовика, к примеру, возьмем флешету на спектре, мы видим здесь значение в 135 единиц. И если мы попробуем выстрелить, к примеру, в манекен, мы увидим, что урон составляет 144 единицы, что не соответствует значению, указанного в описании. Отсюда вопрос, что это за цифры? Для кого-то из вас это может быть неочевидным, но на самом деле здесь все достаточно просто. Если навести курсор на цифры урона, мы можем увидеть здесь дополнительное описание, которое гласит: в случае дробовиков это средний урон, наносимый с 10 метров при выстреле в туловище. То есть это значение не отображает фактический урон. И на самом деле эта цифра включает в себя несколько показателей, таких как непосредственно урон самого дробовика либо боеприпаса, разброс разлета дроби. В этом случае дробь может задеть как другие части тела, так и вовсе не попасть в хитбокс. Также на 10 метрах у некоторых дробовиков уже падает урон. Поэтому эта цифра включает все эти факторы. Также хотелось бы знать, на основе каких тестов выведено это среднее значение, но, к сожалению, такой информации у нас нет. И на мой субъективный взгляд, это значение урона не говорит нам абсолютно ничего. Поэтому пришлось выяснять фактический урон дробовиков, без учета разброса пули, падения урона и всего подобного. По итогу это было интересно, но малость душновато, и мы выяснили все цифры. Немножко забегая вперед, я скажу, что базовый урон всех дробовиков абсолютно одинаковый, за исключением одного «но», о котором мы поговорим чуть попозже. А сейчас давайте я вам продемонстрирую, что у всех дробовиков, даже подствольных, базовый, то есть начальный урон, одинаковый. Сейчас перед своими глазами вы видите, что все дробовики с типом патрона Жакан в упор в ногу наносят 97 единиц урона. И чтобы не тратить свое и ваше время, я скажу, что с монетками и флешетами результат ровно такой же. Исходящий урон у всех дробовиков одинаковый. И очевидно, что уже на дистанции эти цифры между разными дробовиками будут отличаться. Итак, поскольку жаканами проверить множители будет проще всего, давайте с них и начнем. У жакана в грудь 100% урона, в пах 77%, в руку 57%, а в ногу всего лишь 38%. Окей, с множителями жаканов мы закончили. В этом случае тестирование жаканов было самым простым. Давайте разберемся, как мы тестировали боеприпасы, у которых есть разброс, такие как монетки, флешеты или обычную дробь. Здесь все просто. На стрельбище мы искали такие места, при помощи которых мы можем зарегистрировать весь урон в одну конкретную часть тела, к примеру, пах, грудь, руки или ноги. Делали множество однотипных выстрелов и учитывали соотношение попавшей дроби к урону. Выводили это все в единую статистику и подсчитывали множители. В процессе проведения этих тестов мы узнали не только множители, но и некоторую другую интересную информацию. Давайте посмотрим на нее. Давайте начнем с флешет. Сейчас перед своими глазами вы видите таблицу, которая была собрана на основе тестов спектра с боеприпасом типа флешета. И для того, чтобы вы не писали мне всякую ересь в комментариях, я уточню, что нас интересуют только цифры урона и множители. Мы не разбираем механику дробовиков и все вот это вот. Это видео не про дробовики. Я еще раз повторюсь, что у всех дробовиков урон одинаковый, но разная дистанция падения урона и разброс. Поэтому цифры урона могут отличаться у других дробовиков только за счет падения урона на дистанции. Также нужно уточнить тот факт, что все эти тесты проводились на дистанции 10 метров. Давайте посмотрим на цифры. Патрон типа флешеты состоит из 8 иголок. У всех дробовиков это значение одинаковое.
И из таблицы мы видим, что одна иголка наносит в грудь 17 единиц урона, в пах 16, в ногу 10, в руку 13. А вот если смотреть на стопроцентное попадание, то есть всех 8 иголок, допустим, в грудь, то мы получим 136 урона. В пах 128, в ногу 80, в руку 104. На основе этой информации мы можем подсчитать множитель и получить следующие показатели. В грудь у нас единица, в пах 94, что достаточно много, в ногу 58, это больше, чем у винтовок, и в руку 76. В целом, глядя на эту таблицу и на множители флешет, мы видим, что у флешет очень хорошие множители по всем частям тела. Даже по ногам этот множитель составляет около 60%, что очень даже много. Хорошо, давайте перейдем к монеткам. Здесь мы также посмотрим на информацию, собранную на основе дробовика «Спектр», чтобы в случае чего мы могли сравнить эту информацию с предыдущей. Что мы здесь видим? Что боеприпас типа монетки содержит в себе 5 монет. При попадании одной монетки в грудь мы наносим 63 урона, в пах 57, в руку 38, в ногу 24. При полном попадании, то есть 5 монеток в грудь, мы наносим 315 урона, в пах 285, в руку 190, в ногу 120. Глядя на эту таблицу, можно заметить, что при попадании 3 монет в грудь это смерть, в пах 3 монетки тоже убивают, в руку нужно 4 монетки, а в ногу убить невозможно, даже при полном попадании. Давайте посмотрим на множитель. У боеприпаса типа монетки в грудь 100%, пах 90, что очень близко к единице, в руку 60, а в ногу 38%. Монетки являются очень сильным боеприпасом, но у них есть один минус. У них очень большой разброс. На дистанции 10 метров попасть 3-4 монетками в грудь уже достаточно сложно. Но если вам это удастся, результат не заставит себя ждать. И в завершении всего этого нам осталось поговорить про обычную дробь. Обычная дробь внутри себя содержит 15 дробинок. Давайте не будем рассматривать урон всех этих дробинок и поговорим сразу про множителя. Множитель в грудь мы берем, как всегда, за единицу, и тогда мы получаем, что в пах множитель составляет 78%, в руку 61%, в ноги 39%. Здесь мы можем увидеть, что множители обычной дроби меньше, чем у других боеприпасов, но у этого боеприпаса фактически урон больше, чем у других, поэтому он им не проигрывает, а в некоторых случаях даже выигрывает. Если говорить о каких-то конкретных вещах, мы видим, что у этого боеприпаса по всем частям тела урона больше, чем у монеток, кроме урона в пах. Потому что у монеток множитель в пах составляет 90%, а здесь 78%. В принципе, я дал вам всю информацию, связанную с множителями всех боеприпасов, дальше уже выводы делайте сами. И как всегда, если вам нужны эти таблички, вы их сможете найти в нашем Discord-сервере. Но перед тем, как мы перейдем к следующей теме, я хочу рассказать еще одну интересную особенность, которая для меня была прям открытием. Эта особенность касается только обычной дроби. Давайте посмотрим на две таблицы. В этих двух таблицах мы видим информацию, собранную на основе длинного спектра и обрезанного спектра. Эти таблицы плюс-минус идентичны. Количество дробинок, множителей, все у них одинаковое, но урон у них разный. И обратите внимание, что у обрезанного спектра урона больше, чем у длинного. Забавно, да? Мы проверили эту информацию на всех дробовиках, точнее, на всех дробовиках, у которых есть укороченные аналоги, и эта информация подтвердилась абсолютно на всех дробовиках. У обрезанных дробовиков урона больше, чем у длинных. Но из-за того, что у обрезанных дробовиков разброс дроби больше, на дистанции они становятся менее эффективны, чем длинные дробовики. Но при использовании длинных дробовиков на ближней дистанции они будут эффективнее, чем длинные дробовики. И вот вам небольшие доказательства моей информации. Небольшой тест, проведенный на пиявочнике. И на основе этого теста мы подтвердили еще раз, что у укороченного дробовика урона больше, чем у полноценного. Я не являюсь фанатом дробовиков, но думаю, что я точно пересмотрю свое отношение к укороченным дробовикам. Вот у нас и осталась последняя тема к разбору. Эта тема связана с тем, как пробивается хитбокс и что происходит, когда пуля задевает несколько частей тела. В сообществе Hunt Showdown я не раз слышал такую рекомендацию, как пригибать голову либо поворачиваться к врагу плечом, чтобы избежать попадания в голову или грудь, а вместо этого зарегистрировать урон в спину или руку. На самом деле это высказывание неверно. Единственное, чем вам может помочь такое действие, это минимизировать вашу модельку. То есть враг может по вам просто промахнуться. На самом деле это высказывание может быть верным, но только в случае против луков и арбалетов. Поскольку у этих оружий нету способности пробивать хитбокс, отвернувшись от врага плечом либо пригнув голову, вы действительно можете избежать попадания в грудь и голову.
Но это не спасет вас против пуль. А все это потому, что любая пуля, в том числе огненная и ядовитая, с легкостью пробивают хитбокс. То есть, если враг стреляет вам в руку, но через руку попадает вам в грудь, то урон зарегистрируется в грудь. Потому что в игре Hunt Showdown урон регистрируется в самую критическую часть тела. К примеру, если враг через руки попал вам в голову, то урон полностью зарегистрируется в голову. Именно поэтому, если вы видите, что ваш оппонент прячет голову, смело стреляйте в верхнюю часть спины. В таком случае вы с легкостью попадете ему в голову. И даже если вы видите только нижнюю часть его торса, даже в таком случае вы можете смело пробовать простреливать ему голову. Голова. И даже при стрельбе через препятствие, все вышесказанное не меняет своего поведения. К примеру, если вы пытаетесь прострелить кого-то даже через препятствие, через пах, грудь и голову, вы с легкостью можете попасть в голову. И вся вышесказанная информация полностью применима ко всем видам вооружения, в том числе и дробовикам. Интересно. Ну ты через задницу стрелял? Да, через задницу, через грудь. Но и в этих механиках есть свои нюансы. Единственный и самый главный нюанс заключается в том, что пуля не может пробить более 3 частей хитбокса. Верхний торс. То есть, к примеру, если вы стреляете в голову через пах и грудь, то вы попадете в голову. А если стреляете в голову через ногу, пах и грудь, тогда пуля не достигнет головы. Верхний торс. Скорее всего, при помощи таких ограничений разработчик хотел минимизировать количество случайных убийств в голову, когда враг простреливает вас снизу вверх. В связи с этим я могу дать вам одну рекомендацию. Не злоупотребляйте сидением на корточках, когда враг находится ниже вас. Ведь когда вы стоите, больше вероятность, что враг попадет вам по ногам, а не в пах, что может спасти вас от случайного попадания в голову. Особенно, если у вашего врага в руках дробовик. Также мы прекрасно знаем, что в этой игре есть 2 типа патрона, которые могут проходить хитбокс на вылет. Это спицеры и обычный патрон нитры. Давайте быстро разберемся, как они работают. Нитра, в свою очередь, может пробить до 2 целей и остановиться в 3-й. То есть, нитра одной пулей может поразить 3 цели сразу, а спицеры только 2. Несмотря на то, что нитра может поразить 3 цели, а спицеры 2 цели, логика поведения у них одинаковая. Давайте разберемся на примере. Логика поведения таких пуль достаточно простая. Если пуля внутри одного хитбокса заденет менее 3 частей, то она выйдет на вылет. Здесь есть один нюанс. Голова не останавливает пулю. То есть, если вы, стреляя, попали в пах, грудь, голову, то урон зарегистрируется в голову, и пуля вылетит дальше. Но если вы стреляете через ногу, пах, грудь, пуля остановится в груди и не пойдет дальше. Вот еще один пример, когда пуля задела меньше 3 частей хитбокса и вышла на вылет. А сейчас, пожалуйста, минуточку внимания. Мне хотелось бы получить от вас обратную связь. В этом видео я пытался менее разжевывать материал и подавать его более скомпонованно и сильно не вдаваться в детали. Скажите, пожалуйста, достаточно ли понятно я все объяснил, и, возможно, все-таки лучше вернуться к предыдущему формату, где я более детально объяснял всякие вещи. Буду рад услышать ваше мнение. С вами был Global Mentor. Встретимся через какое-то время. Всем спасибо, всем пока.